Здравствуйте, уважаемые друзья! Я снова с вами в прямом эфире, и наша сегодняшняя тема очень необычная, но тема, которая касается каждого человека. Одиночество, иллюзия, заблуждение. Сегодня мы будем говорить с вами о внутреннем состоянии, которое зачастую проживает каждый человек. И неважно, есть у него вторая половинка, нет второй половинки, человек каждый испытывает состояние, которое называем мы одиночеством. Что же такое одиночество? Неужели это действительно так плохо, так ужасно, так невыразимо сложно и трудно, как думают многие люди? И сегодня я хочу немножечко с вами пофилософствовать, но наша философия будет иметь очень глубокий смысл и замысел – вывести человека из страданий, которые он сам погружает в себя через иллюзию одиночества. Каждый человек, пришедший сюда, в этот мир, выбрал себе свою судьбу, выбрал процесс жизненной реальности, которую этап за этапом, год за годом, день за днем совершая тот или другой выбор в своей жизни. Этот выбор формирует его жизнь, его реальность и все происходящее. Это создает нам процесс нашей жизни. Изначально, когда человек приходит сюда, в эту жизнь, выбирая себе свою судьбу, выбирая для себя поставленные его душой задачи, в его план входит познание разных состояний жизни, и одиночество, и то, что называет человек славой, и непонимание, и понимание, и страдания, и радости, и печали, и величия, все качества, которые принадлежат человеческому сознанию, душа старается пережить. И каждый из нас, каждый из вас, придя в эту жизнь, выбирает путь, направление, которое надо свершить. Многие люди думают о том, что одиночество – это плохое качество. Но что такое одиночество для одного и для другого? Мы с вами как-то говорили о том, что одно и то же качество для одного хорошо, а для другого плохо. Оказывается, все зависит от нашего с вами чувства восприятия. Все зависит от того, как вы воспринимаете ту или другую ситуацию, как вы переживаете то или другое состояние. И что же правит этими переживаниями? Что же нам дает эти чувствования? Два фактора, два состояния в вашей жизни – это эгоистический ум или же состояние вашей души. Что вы выберете в тот или другой момент своей жизни, зависит всегда только от вас. И только вы выбираете страдать или же выбираете понимать, осознавать и эволюционировать, совершая разные процессы вашей жизни и реальности. Человек, проживая жизнь в этом мире, проживает изначально разные ситуации. Он проживает и падшие жизни, он проживает и созидательные жизни. Он в одной жизни может быть и падшим, и духовно развитым, и даже стать совершенным. Все происходит для того, чтобы не заканчивался, а совершался путь и процесс эволюции всего космоса. И вы, как часть всего космоса, также взаимодействуете со всеми реальностями всех миров, всех уровней жизни. Друзья мои, одиночество – это состояние, которое для духовного человека самое прекрасное. Это состояние, которое высвобождает нам и дает возможности насладиться единством с каждым и со всеми. Одиночество – это та тишина для духовного человека, тот покой, который он может познать через призму состояния, где ты наедине со всем, наедине со всеми, где ты в своем одиночестве един с каждой частицей
этого мироздания, с каждым человеком, с каждой ситуацией, со всем происходящим. Это состояние называют эзотерики просветленным состоянием. И именно это состояние дает возможности наслаждаться не только одиночеством, не только какими-то трудностями, сложностями, а для такого человека и нет ни трудностей, ни сложностей. Он свободен от всего. И даже если на его долю выпадает такое состояние, такой процесс, как одиночество, где он один в квартире, один в жизни, один в доме, а может быть даже и один в семье, но тоже один, и такое есть. И многие люди испытывают такое. Так он не чувствует этого одиночества, он наслаждается этим прекрасным состоянием. Для многих людей вторым фактором одиночества является страданием. И что же создает другой фактор одиночества? Эго, друзья. Эго, как умная структура, как структура, построенная и взращиваемая к самим человеком, старается цепляться абсолютно за все. И одиночество тоже подходит для его крючков и зацепок. Такие люди страдают внутри себя, поедая внутри себя, они казнят себя за определенные поступки, где-то не сделали правильный выбор, где-то оступились, где-то что-то сказали не так, где-то не так посмотрели, где-то настояли на том, на чем не нужно было настаивать. И потом эго использует как программу одиночества для погрызания человека, для разрушения человека. Почему сейчас так много одиноких людей, даже тех людей, кто имеет семьи, даже тех людей, кто имеет родных, близких, детей, которым они когда-то дали жизнь? Почему они бывают одиноки? Я очень много размышляла над этим состоянием и очень много думала о сегодняшней передаче. И даже в своем сознании я беседовала с вами, я внутренне старалась донести до вас то состояние понимания, как можно лишить себя одиночества, как можно наслаждаться, насладиться даже одиночеством. И вот то, что я сегодня вам говорила внутри себя, я хочу сказать воочию вам. Друзья, когда одиночество в осознанном состоянии ума, в осознанном состоянии души, в осознанной жизни, оно перестает быть плохим. Оно превращается в прекраснейшее состояние, состояние, где вы себе можете уделить больше духовного внимания, где вы можете больше посвятить себя раскрытию, где вы можете больше посвятить себя прекрасному чувству и состоянию. Но почему так много людей сейчас страдают от одиночества, даже имея семьи? Ответ один. Люди духовно неразвиты. Они не свободны от эгоистических структур. Они не свободны от сущностей, которые грызут их психику, их нервную систему, их жизни, их органы, создавая проблемы, трудности и тоже одиночество. Именно это единственная причина несвободного состояния жизни человека и создает внутри людей так называемое одиночество. И когда человек, даже не имея детей, даже не имея семьи, даже не имея чего-то того, что считают нормой жизни, но имеет свободу, духовную свободу и является духовно развитым, просветленным, посвященным, развитым человеком, ничто не может его огорчить, и даже то же одиночество приносит ему радость и наполненность, приносит ему единство со всем. Друзья мои, такого понимания и такого осознания, как одиночество в космосе, не существует. В космосе все существа, более развитые существа, они понимают, одиночества нет. Есть одна единая система жизни, есть одно единое состояние, в котором пребывает каждый. Есть состояние, когда вы чувствуете в себе все и весь мир, и все галактики, и все планеты, где вы чувствуете в себя Бога-человека, где вы чувствуете в себя совершенную личность, совершенное существо, которое включает в себя весь мир, которое и является всем миром.
И не важно, где находится таков человек, и не важно, сколько у него детей, и есть ли вообще у него муж, жена, дети, семья, это совсем не важно. Он проживает такое состояние единства, что одиночество не является каким-то заблуждением, трудностью или сложностью в его жизни. Одиночества, друзья, не существует. В космосе все создано так, где вы едины с каждым и со всем, где вы точечно даже воспринимаете энергии всего и всех. И уже это понимание в космосе дает понимание того, что человек никогда не может быть одиноким, даже если у него нет семьи. Это действительно иллюзия заблуждений. Нет одиночества, друзья. Даже если вы одни в квартире, в доме, это не значит, что вы одни. Вы все равно едины со всем и с каждым. Вас все равно видят, за вами наблюдают, вам помогают, вас ведут по жизни, вас встретят, когда вы завершите путь эволюции здесь, на этой плотной почве, плотном пространстве мира и жизни, и встретят в другом измерении, куда вы придете. Вы никогда не были и не будете одни. Вы всегда находитесь под покровительством высших сил, которые как раз знают, что одиночества нет, и знают хотя бы потому, что они за вами наблюдают, помогают вам и помогают совершить тот путь, процесс, который вы выбрали. Да, мои хорошие, вы сами выбираете прожить путь и процесс одиночества. И многие люди, более развитые, осознанные люди, стараются процесс одинокой жизни посвятить и направить на определенные этапы своей жизни. Они становятся учеными и в своем ученом сознании стараются принести как можно больше пользы человечеству, стараются как можно больше создать процесса радости и счастья для других людей. Одиноки ли они? Нет, друзья, им очень комфортно внутри себя, им очень комфортно с собой, им очень комфортно в том пространстве, к которому они привыкли. Одиночество, друзья, это состояние эго, и это эго цепляется даже за это состояние единства внутри себя, единство в себе и единство со всеми. Да, одиночества в космосе не существует. Человек и личности никогда не бывают одни. Их создала высшая творческая сила, высший разум, который каждое мгновение их и вашей жизни находится в единстве со всеми ими и со всеми вами. То есть это одна единая система, и если вы в этом процессе эволюции вступаете на путь свободы, свободы от эго, вот что я имею в виду, вам не грозит ни одиночество, никакие трудности и никакие сложности. Даже если что-то возникает в жизни, то, что вами не запланировано, оно очень быстро проходит. И это могут быть просто очередные уловки эго, где просто человек может посмотреть на эту ситуацию как на очередную иллюзию и не придать ей значения. Друзья мои, такого чувства, такого состояния может каждый из вас достичь. Каждый из вас, открыв в себе высшее состояние «Я», слившись с настройщиком сознания, с Богом, с Творцом, с Создателем, с Высшим Разумом, с Абсолютом, неважно, как вы это называете, неважно, объединившись, высвободив в себе эту энергию, становится свободным от эго. И тогда никакие страдания, никакие трудности, никакое одиночество вас не зацепит. Тогда эго будет обходить вас 10-й дорогой и даже будет бояться приблизиться к вам. Да, мои хорошие, и я буду делать все для того, чтобы сделать все для вашей свободы, чтобы вы освободились от эгоистических привязок, которые создают вам так много страданий и так много трудностей. Да, друзья, трудности, проблемы, страдания, сложности вашей жизни – это все показатель работы эго в вашей жизни, с вашим умом, с вашим сознанием, с вашим состоянием. Быть свободным, быть единым со всем и не одиноким значит открыть в себе свою высшую природу своего высшего сознания.
Да, вы скажете, ну как же так сознание? Сознание это же чистое, и овладев сознанием, ты не можешь думать плохие мысли, ты не можешь делать плохие поступки, ты не можешь плохо ощущать этот мир. Не совсем так, друзья. Даже совсем не так. Сознание можно соизмерять с интернетом. Вот в интернете есть все и хорошее, и плохое, и самое низкое, и самое возвышенное. Есть все. Но то, что мы выбираем с вами, то и создает нашу жизнь и реальность. Интернет это, кстати, тоже проявление сознания, того же сознания. Так вот, сознание имеет разные уровни. И когда человек очищает свое сознание, когда он своим мышлением выходит на самые высокие уровни сознания, а это говорит о том, что есть уровни у сознания, выйдя на самый высокий уровень, он находится в чистоте сознаний, где нет уже разрушительных мыслей, где нет эго. Да, друзья, есть внутри вас, внутри каждого из вас, состояние высшего сознания. Это состояние высшего «Я». Это состояние вашей божественной природы. Понимаете, что это? Так вот, когда вы в себе это вскрываете, открываете это чувство в себе, нет больше страданий и трудностей, нет больше проблем, нет больше сложностей и нет больше такого состояния, как одиночество. Вот к чему нужно стремиться. Вот какие цели нужно ставить в жизни. Вот о чем надо мечтать. Это называется свобода. Свобода от эго, свобода от той тараторки, которая тараторит постоянно в голове, навязывая человеку страхи, разрушения, иллюзию, непонимание, осуждение, зависть, злость, ненависть, непонимание мира и человечества. Это все оно эго, которое гоняется за вами столько, сколько вы живете в этом мире. И освободиться от этого – это и значит стать духовно более развитым. Да, вы не станете совершенным, духовно совершенным здесь, на этой планете. Это невозможно, друзья. Так как эта планета, она ограничена. Ваш путь и процесс совершенствования, путь величия, он продолжится в других более совершенных мирах и на других более совершенных планетах. И там он также не закончится, он будет продолжаться на протяжении вечности, где вы уже будете ощущать свою жизнь как вечное состояние бытия. И каждый раз, шаг за шагом, планета за планетой, состояние за состоянием, вы и будете совершенствоваться в своем процессе эволюции. И поймете и осознаете уж точно, что одиночества как такового не существует. Есть одна единая система жизни. Друзья мои, почему на этой планете уже 21 век существует такое понимание, как одиночество? Почему до сих пор оно не рассеяно? Потому что на определенном этапе эволюции и развития этой планеты, как я вам много раз говорила, было совершено предательство. И это предательство, плоды этого предательства до сих пор планета пожинает. И все те страхи, которые вам вбивают ржавыми гвоздями, все то неверие в себя, все те сомнения, всю ту иллюзию, это все и есть эти последствия того восстания, того безумия, которое многие сотни лет произошло на этой планете. Да, друзья, это так и есть на самом деле. Вас разделили, вам создали такое эгоистическое, обособленное состояние, где каждый в своем обособленном состоянии должен чего-то стыдиться, чего-то бояться, кому-то завидовать, что-то осуждать, рассматривать под призмой эго, осуждения, ненависти, злости, обид и так далее. Вам вбили ржавыми гвоздями это представление жизни иллюзорное как правильное. И даже методику, систему обучения в школе, в детском саду, в университете, вся эта методика, весь этот процесс построен на этих иллюзорных представлениях. Это все неправильно, история неправильная. Учат в техникуме, в институте, в школах, в садике неправильному. Учат отвоевывать себя в этом мире. Не учат объединяться.
и жить одной семьей, не стыдясь и не создавая пороки, имея высочайшее сознание, не учат этому. Учат, что нужно выживать, нужно быть сильным, нужно соперника сбросить с пути, нужно прийти первым, нужно быть лучшим и таким. А если, друзья мои, это все иллюзия, это действительно иллюзия. Вы все едины с каждым. Вы едины и с преступником, вы едины и со святым человеком на этой планете. Вы не можете быть разделенные, хоть вы в это верите и делаете, и чувствуете внутри себя эту разделенность. Это и есть одиночество, друзья мои. Разделенность, одиночество. Это на самом деле все равно не так. Все равно вы все взаимодействуете энергетически друг с другом. Вот вы сейчас, меня все смотрящие, вы все взаимодействуете с моей энергией. Вы получаете импульсы моей энергии. Вы получаете то, что сейчас вам излучаю я. А я, в свою очередь, получаю все то, что находится в ваших душах. Все те состояния, которые вы сейчас имеете внутри себя. И я знаю, что сейчас меня смотрят очень много людей, которые находятся в тяжелых страданиях, в тяжелых сложностях. И вот когда я вам говорю сейчас эти слова, я даже чувствую такое внутри, такую внутреннюю дрожь. Это ваша дрожь. Это ваше такое сердцебиение, перепуганное сердцебиение. Вот когда человека испугали, и у него сердце колотится. Вот это сейчас оно так у меня колотится. Вот это сейчас у меня такая дрожь. Это я считываю вашу информацию, ваше состояние. Вот вам сразу пример. Но я не одинока, друзья. Да, мне не совсем комфортно в этом состоянии, потому что я не живу в этом состоянии. Я живу в другом состоянии. Но сейчас я понимаю, что я вас освобождаю от ваших страхов, от вашей внутреннего дискомфорта. И я готова немножко пострадать, немножко потерпеть это для того, чтобы вам было легче. Почему? Да потому что я очень хочу счастья всему миру, каждому, кто окружает этот мир. Потому что я понимаю, что я едина с каждым из вас. И я буду делать все для того, чтобы вы стали свободными и уж ни в коем случае не испытывали такого чувства и состояния, как одиночество. Друзья мои, когда вы духовно развиваетесь, на определенном этапе вашей жизни вы хотите этого одиночества. И духовно развитый человек, развивающийся человек, он устремляется немножко уединиться в своей комнате, в своем месте, где он медитирует, где он молится Создателю, где он находится в единстве с Богом, с Божественным, с Высшим, с Чистым, с Прекрасным. И это его маленькая, ну скажем, уединенность, она приносит радость от того, что ты один хотя бы какой-то период времени. Мои ученики очень часто мне говорят, так хочется побыть одному, а вот много детей, и ты нужен постоянно кому-то, ты постоянно чем-то занимаешься, а хочется просто побыть одному. Вот, друзья мои, это первые кристаллы, излучающие свет, где ты один наедине с собой. Ты не один, но ты наедине с собой. Ты наедине с собой, и то ты, кто есть ты, едино со всем и с каждым. Это такая внутренняя тишина, это такой покой. И духовно развивающиеся люди, в частности, мои ученики, они наслаждаются этими состояниями. Они наслаждаются тем, что они могут побыть внутри себя. Побыть в своей внутренней тишине, насладиться собой. Им это приносит радость. Я вам скажу больше. Когда человек приходит к состоянию просветления, одухотворения, слияния с настройщиком сознания, единства с высшим разумом, неважно опять-таки, как вы это называете, когда он приходит к этому состоянию, и когда это состояние свершается в нем, ему хочется побыть одному. Помните историю из жизни Иисуса? Когда Иисус достиг слияния с Богом, при крещении это было, когда Его крестили, момент крещения, тогда, друзья мои, Он уединился на 40 дней и 40 ночей. Он попросил мальчика, он ушел в горы, попросил мальчика, залез на вершину и там уединился на эти 40 дней. Этот мальчик приносил ему в определенное место этой горы еду,
где он даже не всегда забирал эту еду. Настолько ему было хорошо и комфортно внутри себя. Он беседовал с Богом в эти 40 дней и ночей. Он беседовал с божественной иерархией, которая ждала его, которая понимала путь и процесс его свершения, его эволюции, его восхождения. Да, друзья, каждый из нас в космосе проходит свой путь, путь, который должен быть чист, путь, который должен быть наполнен. И именно этот путь дает возможности и дает состояние, друзья, действительно быть в состоянии единства. Единства с собой и единства со всеми. Почему? Когда происходит слияние с божественной личностью, происходит очень большое, сильное и чистое высвобождение чистой энергии. И биологическому организму, физическому телу, нужно время для так называемой адаптации. И вот как раз 40 дней и ночей достаточно для того, чтобы физиологическое тело, физическое состояние организма адаптировалось к этому новому чувствовосприятию. Происходит высвобождение чистого сознания внутри человека, чистейшего сознания. Да, каждый человек уже до этого слияния уже имел это чистое сознание, и были внутри него так называемые состояния, ну скажем, кратковременного просветления, кратковременного состояния божественного внутреннего бытия. И когда происходит это слияние навсегда, человеку нужно время для адаптации. Ему нужно адаптироваться внутри себя. Ему нужно адаптироваться к тем высоким энергиям, обладателем которых он стал. Так было с Иисусом. Друзья, посмотреть на жизнь людей, которые также стремятся быть свободными от эго, можно сказать, друзья, так, что каждый, кто придет к этому состоянию просветления, свершения, каждый человек должен будет немножечко побыть в себе для того, чтобы адаптироваться к новому, чистому, божественному сознанию жизни. Друзья мои, мне очень хочется, чтобы вы никогда не ощущали одиночества. А даже если есть состояние, где вы находитесь с собой, знайте, вы с собой и вы со всеми. Вы есть все, вы есть везде. Вы есть то совершенное и прекрасное, что есть великое. Вы есть то, что есть основа жизни. Вы никогда не были и не будете, и не есть одиноки. С вами я, с вами высшая божественная иерархия, с вами сам Творец-Создатель, даже внутри вас сейчас находится, поэтому вы уже не одиноки. Я готова к вашим вопросам, и если я хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуть пролила свет на этом пути одиночества, которое вы являете как страдание, я буду благодарна Создателю. Если нет, я буду стараться еще лучше и еще больше. Итак, ваши вопросы. Добрый вечер. Первый вопрос. Виктор, Днепр. Наталья Владимировна, из примера Иисуса период одиночества необходим на пути роста в духовном развитии? И так ли это в наше время? Да, но он необходим, как я вот только что вам говорила. Я уже ответила на ваш вопрос, в принципе, он необходим для адаптации и такого определенного нужного состояния. Так а вам и хочется побыть одними. Вы хотите вот такого, знаете, общения с Богом, когда ты начинаешь, когда люди, мои ученики, начинают слышать голос Бога, им хочется побыть одними. Они хотят послушать этот голос, они хотят насладиться божественной энергией. Им очень приятно от этого, им очень комфортно, они испытывают такую, ну вот такое, знаете, как ребеночка, мягкое во что-то окутали и к груди прижали. Вот такое чувство испытывают мои ученики. И приходит это чувство
в первую очередь, когда человек один, когда мой ученик может уединиться и насладиться этим состоянием. Я не могу сказать, что это обязательно, но зачастую именно этого и хочется – побыть одному. Следующий вопрос. Самара, город Самара, Людмила спрашивает. Наталья Владимировна, отвечает ли за чувство одиночества при внешнем благополучии блокировка какой-то чакры? Блокировка какой-то чакры. Но если вы уже ощущаете это одиночество, это показатель того, что уже есть эта блокировка. Понимаете, друзья мои, вы вот поначитываетесь разных книжек с восточными направлениями, а и сами не всегда понимаете, что это такое, концентрируетесь на чакрах, ну вот почему вы концентрируетесь на чакрах? Что только чакры играют роль в состоянии ощущения одиночества? Нет, друзья, и чакры в том числе. Вам нужно осознавать свой организм как одно единое биологическое и энергетическое, и эфирное, и ментальное, и духовное состояние. Нельзя говорить, что вот чакра заблокировалась, все, я чувствую одиночество. Так легко. Это эго. Это эго. Поймала вас уже за чакры и уже вас прессует чакрами. Нет, друзья мои, отбросьте. Вам просто нужно знать, да, чакры – это энергоинформационные батарейки, которые раздают энергию внутри вашего организма. Каждая чакра взаимодействует друг с другом. Каждая чакра хранит в себе свою собственную информацию, и каждая чакра, имея собственную информацию, взаимодействует со всеми чакрами. Такова система, как и все ваши тела. Вот чакры повторяют в точности всю работу системы ваших тонких тел. Есть духовные тела, взаимодействующие с ментальным, с астральным и с физическим телом. Точно так же и чакры. Поэтому не нужно зацикливаться на чакрах. Нужно зацикливаться на внутреннем состоянии. Даже не то, что неправильно сказала я, нет. Вообще зацикливаться не нужно. Любое ваше зацикливание – это крючок эго. Когда человек зациклился на чем-то, да, когда он становится фанатом, он подцепился на какой-то крючок эго. Эго ловит и за ваш духовный путь, и за ваш духовный процесс свершений. Оно не брезгует ничем, как я вам уже говорила. Так вот, друзья мои, для того, чтобы, скажем, не чувствовать этого состояния, неважно какого, одиночества, печали, грусти, ненависти, обиды, злости, неважно, это все крючки эго. Нужно высвобождать высшее состояние высшего «я». Вот над чем нужно. Тогда и чакры все будут гармоничны. Тогда эта система будет едина, она будет здоровой, эта система. И физический организм тоже будет здоровым. В общем, будет такой один единый правильный процесс жизни. Ощущения и состояние, свершения и так далее. Знаете, друзья, вам нужно осознать природу духовного развития и состояния и вообще развития себя. Многие из людей и моих учеников тоже в первое время, когда приходят ко мне, они имеют неправильные иллюзорные представления об этом. Абсолютно неправильные. Они думают, что это что-то такое, непонятно какое, где нужно с какой-то чакрой поработать, и тогда сразу все пух, и все полетело. Да, это ж неправда. Это обман, друзья. Это обман, эгоистический обман. И надо понимать ваше духовное развитие как целостное развитие всего и физического организма, и астрального, ментального, и духовного тела. То есть это одна единая система, где там и чакры, и кровообращение, и энергетические импульсы, и частицы, которые движутся, не прекращаясь, и клетки одни умирают, другие рождаются. Работает внутри нас наш микрокосмос. И там действительно микрокосмос, уникальный микрокосмос, который живет своей жизнью, но мы тоже его жизнью управляем и воздействуем, хотя бы своими мыслями, тем, что мы кушаем, тем, что мы думаем, как мы воспринимаем мир и так далее. Это одна единая система. И развитие духовное – это и развитие этой одной единой системы. Всего. То есть вам нужно развивать все в себе. Не просто какую-то чакру открывать, а все.
Тогда и чакры будут все раскрыты. Тогда и вы будете и здоровенькими, и счастливыми будете. Следующий вопрос. Вятские поляны, Дмитрий, 14 лет. Наталья Владимировна, я бы очень хотел быть общительным со сверстниками, но не могу преодолеть страх и понять, почему он есть. Димочка, это вот то эго, которое выражается в виде уже энергетической сущности, эфирной энергетической сущности, и подавляет вашу волю, подавляет ваше желание, подавляет ваш выбор, даже выбор. Ведь смотрите, вы хотите, но не можете. То есть, это что ж получается? В вашей-то молодой, прекрасной жизни уже происходит процесс, который не дает возможности вам быть самим собой и делать то, что хотите вы. Хотите совет, рекомендацию? У нас сейчас в нашем центре начал работать Центр по развитию молодежи. И возглавляет этот центр Анастасия Родина. Я думаю, сейчас кто-то напишет ее телефон, выйдите с ней на связь. Она поможет вам избавиться от этого состояния. Это молодая девушка, которая поможет вам понять жизнь и наполнить свою жизнь прекрасным. Да, друзья мои, мы сейчас уделяем внимание и этой теме. Мы хотим в нашем центре взрастить общество людей, которые смогут возглавить жизнь на этой планете, возглавить и победить то падшее, которое сейчас правит планетой. Да, и именно Анастасия Родина занимается этим направлением. Найдите ее, где-то найдите в социальных сетях, обратитесь в социальные сети, она есть. И она ведет эту работу. И вы знаете, в своем труде, в своей работе она старается избавить вас от этих страхов. Она старается показать вам путь вашей совершенной жизни, ну и раскрыть вам, конечно, вашу совершенную жизнь. Сейчас она проводит свои занятия с молодыми людьми в интернете. Я желаю вам успеха и желаю, чтобы вы были лишены всех страхов. И пусть ваша жизнь будет самой прекрасной. И пусть вы принесете самую великую пользу не только этой планете, а всему космическому, божественному уровню реальности. Следующий вопрос. Елена из Чернигова. Тут в вопросе много сложных слов, поэтому буду помедленнее читать. Одиночество как общение с Богом, а одиночество при богооставленности. Иисус испытывал это одиночество в Гефсиминии. Испытывал ли это одиночество Иисус в Гефсиминии на кресте? Вы знаете, я вам скажу, что Иисус никогда не испытывал одиночества. Были такие мимолетные состояния перед самим распятием, когда Он обращался к Создателю, к Отцу и говорил: «Отец мой, если можно, уведи меня от того, что предстоит мне пройти, но если нет, пусть будет воля Твоя, а не моя». Скажите, при таком понимании и обращении к Создателю, это что, одиночество? Когда Он висел на кресте, Он читал Писания, которые Он знал наизусть. Ведь Иисус к своему труду, к своему служению, как и я, как и другие духовные учителя, тоже готовился. Да, Он потратил годы своей жизни, годы становления, годы познания социальной жизни, социального труда плотника, где он также учился и готовился. Он очень много читал, он знал много языков, много читал. Он на память изучал тайные священные писания, которые в тот момент искал, находил, изучал. И эти писания он помнил наизусть. Его губы, когда он висел на кресте, шептали эти писания по памяти. Он помнил их наизусть, даже на кресте. Он молился за человечество. Он не был одинок.
Иисус знал, что его ждет. Он знал, какая его ждет награда. Он знал, что ему надо это просто пережить для того, чтобы потом человечество, осознавая жизнь как высшую реальность, понимало, что смерти не существует, что есть дальнейшая жизнь. И он же потом воскрес и явился перед человечеством. Люди же его видели в теле света, в марантийном теле, состояние которого поддерживали здесь носители жизни. Да, друзья, и тысячи людей уверовали в Иисуса, зная, что Он был убит и умер, и здесь Он стоит в светоносном теле, теле, которое сияет светом. Как же ж людям не поверить? Поверили. Но хоть и так и было свершено, после того, как Иисус покинул этот мир после Пятидесятницы, в день Пятидесятницы, все-таки преследовались те люди, которые в Него поверили. И вот эти падшие, тогда убившие Его церковники, которые именем Бога прикрываются, и по сей день есть такие, которые прикрываются и вершат свои гадкие дела именем Бога. Вот они и тогда прикрывались, и они стали запрещать людям верить в Иисуса. Было такое, друзья, это история уже. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Камилы из Брюсселя. Большинство людей считает, что обретение партнера спасет их от одиночества. Многие целую жизнь проживают с этой идеей и чувствуют себя несчастными. Как правильно объяснить, что партнер не решит их жизненных задач? Солнышко мое, я знаю, что для тебя сейчас этот вопрос очень актуален, и мне очень приятно, что ты мне задаешь этот вопрос. Что бы я хотела сказать для вас всех? Вы знаете, сколько сейчас женщин, которые имеют мужей рядом, но полностью одиноки, не ощущая понимания, единства с этими людьми. Как много тех, которые и не имеют мужа, но чувствуют внутреннюю свободу, друзья. Вы знаете, у меня в жизни, когда я еще была, мне, наверное, было лет 15-16, в моей жизни встретилась женщина. Ее звали Алевтина. Это была знакомая моей мамы. Я знала эту женщину. Она жила в том доме, где жила и я. И когда выпадала очередь мыть полы в парадном, этим занималась всегда я. И я, вымывая пол, всегда смотрела на ее дверь. Там было 2 этажа в доме, 1 и 2 этаж надо было мыть. Я смотрела на ее дверь, и я знала, что она не замужем. Я знала, что у нее нет детей. Я знала, что она живет с мамой, и никогда мужчин в их доме не было. Они жили в маленькой однокомнатной квартирке вдвоем. Потом мама умерла, и она действительно стала очень одинокой. Ей было очень тяжело. Моя мама работала в магазине, и Алевтина стала к ней заходить, и мама стала ее успокаивать. И так они подружились. Первое, что мама для нее совершила, так как она была одинока, мама умерла этой Алевтины, и некому было похоронить. И эта Алевтина, хотя она и не дружила с моей мамой еще, просто обратилась и к папе, к маме, и попросили, чтобы помогли похоронить ее маму. Таким образом, друзья, они стали дружить. На определенном этапе ее жизни, Алевтины, я увидела, что она как-то изменилась. Она изменилась, и когда мы с ней пообщались, она, встретив меня, а я пришла ей рассказать о книге Урантии, она мне сказала: «Я не одинока, я живу с Богом, я живу в Боге, я молюсь каждый день, я люблю Бога во всем, я вижу Бога во всем». И вы знаете, для меня это был такой пример жизни, я так запомнила, я так благодарила Создателя, что Он ей даровал это величие, счастье быть одинокой и счастливой, потому что мне было всегда ее очень жаль. Она всегда была замкнута, всегда была, знаете, такая сама в себе, недолюбленная, одинокая по всем параметрам. И здесь, когда я пришла к ней и рассказывала, это было много лет назад, о том, что есть высший разум, высшие силы, высшее состояние. И она говорит: я знаю, я живу в этом, я не одинока,
Я благодарила Создателя. Вот пример из жизни. Поэтому, Камилочка, вы знаете, ни один мужчина не может дать то великое состояние единства со всем и со всеми, которое есть сейчас внутри вас и внутри каждого живущего человека. Есть состояние радости и бытия, так называют его многие, бытие, которое выражается внутри вас величием покоя, единства со всем и с каждым. И неважно, замужем вы, не замужем, есть у вас мужчина, нет у вас мужчины, это не важно. Главное, что это есть. А потом уже есть мужчина или нет, это уже второстепенный вопрос. Главное, чтобы было это великое, ценное, кстати, имея которое, вы сможете помочь и своему мужчине, вы сможете помочь и своим детям, вы сможете родить и взрастить правильных, здоровеньких, осознанных и духовно развитых деток, если это будет сначала у вас. Это называется, как я вам уже говорила, вскрытие природы Бога внутри себя, единство с Богом. А Бог един со всеми, Творец един со всем творческим процессом космоса. И вот когда в вас, а в вас это есть, это скрывается, открывается сначала поэтапно, сначала по чуть-чуть, сначала по нескольку минуточек, а затем и навсегда, вот это, друзья, дорогого стоит. Тогда уже страха нет, эго нет, нет крючков, ничто не цепляет. Ты живешь в вечном состоянии радости. И ты понимаешь, что это не все. Ты понимаешь, что тебя ждет еще более прекрасное и великое в других мирах с божественными иерархиями, с божественными силами света, где ты уже как сотрудник создаешь миры, где ты как сотрудник творишь свет, добро и заботишься о своих младших детях. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Ирины из Северной Норвегии. Это та Ирина, которая присылала нам видео с ангелочком возле детской кроватки. Она спрашивает: ангелы-хранители, они разве не всегда рядом? Так что человек никогда не бывает один, если никогда не бывает один, если умеет слушать и замечать. Или не у всех так? Ирочка, вы стали звездой у нас в нашем центре. Я посмотрела ваше видео. Вы знаете, мне кажется, вот если бы люди видели это видео, они бы понимали, что есть эти силы, они воочию есть. Их даже можно видеть. Да, не всем, но вот вам удалось их увидеть. Вернусь к вашему вопросу. Вы знаете, да, ангелы-хранители есть практически у всех. Ангелов-хранителей нет у тех, кто продал свои души, кто уже не имеет души. Тогда уже бесполезно охранять такого человека, бесполезно с ним взаимодействовать, нет души, нет света, нет осознания, в общем, ничего, уже человека нет. Вот так можно сказать. Есть такие люди. Вот у таких людей уже нет ангелов-хранителей, нет серафимов, то есть, они уже не имеют этой опеки, и она им, в принципе, уже не нужна. Они уже, в принципе, и не люди, так можно сказать. Но у большинства, практически у всех, у кого есть души, у каждого есть серафимы-хранители. Другое дело, какие? Они же тоже есть разные. Есть групповые, а есть личностные. Так вот, личностные у тех, кто достиг или достигает, или уже очень близок к этому просветлению, к этому состоянию единства с настройщиком сознания, с Богом, с высвобождением Бога внутри себя, с слиянием высшего Я. Вот так еще, это все одно и то же. Так вот, когда человек близок, к нему уже прикреплен личностный серафим-хранитель. И, конечно, уже над ним вот так вот. Уже ему там сосочку в нужное время, но и задачи повыше ему. Да, его уже берегут, направляют. И такой человек в своей жизни выбирает в каждой ситуации и исключительно волю Бога. Но групповые серафимы-хранители, они берегут людей по 100 человек, по 10 человек, по 1000 человек, по 500 человек.
И, конечно, когда один серафим-хранитель ведет 1000 человек, понятно, что уже, меньше, скажем так, внимания. Вот тоже не так и мотается, как вот в камере, которая засняла. То есть ему надо от этого быстренько к этому, и к этому, и к этому, и к тому. То есть за всеми надо усмотреть. И бывает так, что не усмотрит. Бывает так, что не успеет, и человек попадет в какую-то аварию, в какую-то ситуацию, а то и вообще погибнет. Бывает и такое, бывает не досмотрит. Кто виноват? Никто не виноват. Серафим-хранитель, который ведет 1000 существ, он, скажем, менее опытный, нежели личностный серафим-хранитель. Поэтому вот он мотается среди всех, вот, как вы видели это в камере, да, старается успеть ко всем. Но он успевает к тем подопечным своим, с кем он может взаимодействовать, кому он соответствует, с кем он может трудиться, кому он может помочь. То есть до какого уровня он сам развит, с таким уровнем и количеством людей он и взаимодействует. Почему ему надо аж 1000 человек? И почему с 1000 работают менее развитые серафимы? Да потому что сама эта 1000 менее развита. То есть это люди, которые, может, ходят в церковь, может быть, молятся Богу, хотят вот достичь божественного, но таковыми еще не являются. То есть в них нет нужных энергий, они еще работают с эгом, и эго там правит свой бал в сознании человека. Поэтому вот такой, не совсем развитый серафим, но, конечно, намного выше, чем человек. Вот он должен справляться с этими 1000. Зачем ему этот опыт? Он приобретет большой опыт, то есть количественный опыт, количественный уровень опыта. За счет этого серафим сам подрастет. И, конечно же, скажем, хоть это 1000 духовно неразвитая, но все-таки потенциально дети Бога, они тоже будут иметь хоть какую-то опеку, хоть как-то же о них побеспокоиться, хоть они что не будут оброшенными. Понимаете как? Но если человек вступает на путь духовной эволюции, духовного развития, тогда, друзья мои, он получает серьезного серафима, который начинает и серьезно взаимодействовать, и серьезные задачи ставит, и серьезно помогает, и серьезно спасает, и серьезно оберегает, и направляет. В общем, там все уже на другом уровне. В человеке открываются сверхспособности, сверхвозможности, да и он-то уже становится совсем другим человеком. Не таким, как эта 1000, где серафимы вот так мотаются. Но вы видели на видео, что-то там темное такое, черное сидело? Вот тоже оно тоже сидело. Вот это эгоистическая дыра, сущность эгоистическая, черная, как сажа. Вот она тоже питается. Чем? Вашей энергией, энергией ребенка, энергией папы, мамы, бабушки, сестры, брата, всех. Оно сидит и впитывает. Как только вот такая энергия излучается вами, оно сразу, эта чернота впитывает. Но и серафим мотается от вашего ребенка к другому, от этого к этому, к этому, к этому, к этому. Вы видели, на какой скорости он промчался? Да, друзья, они очень быстро перемещаются, очень быстро. У них тоже есть скорость перемещения. Так вот, это его работа, вот он выполняет свою работу, заботу о человечестве. Вот вам живой пример того, что вы не одни, вас берегут. Если вы хотите, чтобы вам уделяли больше внимания, начните духовно развиваться. Тогда вам внимания будет больше. А теперь смотрите. Серафимы непосредственно соорганизовывают пространство вашей жизни. То есть их задача не только вас беречь, нет, не только. Их задача еще соорганизовывать вам тот план жизни, с которым пришла ваша душа. Душа пришла с заданием выполнить вот это, вот это, вот это, пережить, пройти вот это и вот то. И серафимы на определенном этапе вашего жизненного цикла, например, в 10 лет ребенку надо пережить вот это, в 45 лет ему надо пережить вот это действие. Вот эти все действия по судьбе, которые судьбоносные, соорганизовывают серафимы. Серафимы никогда не будут соорганизовывать ваши просьбы. Нет. Они знают, что вы большинство просите того, чего вам вообще не надо просить. Вам вообще ничего не надо просить. Все, что вам нужно желать, это исполниться воле Бога в вашей жизни. Все. Все. Если вы будете желать этого, жизнь будет самой прекрасной. Это есть свобода.
Свобода, радость, счастье, здоровье, изобилие – это свобода на века, это вечность, это такое счастье, непрекращаемое, к которому должен стремиться каждый человек. Вот что это. Поймите это, осознайте. Так вот, серафимы, они делают все, чтобы вы в своем процессе жизни все-таки к этой свободе пришли. Пришли к состоянию единства и забыли об одиночестве. Следующий вопрос. Да, перед следующим вопросом, Ирина, хотел сказать, которая из Норвегии. Я помню вашу просьбу, ваше видео я никому не давал, никому не показывал. Его видела только Наталья Владимировна, просто она очень много о нем рассказывала в центре. Следующий вопрос от Виктории из Курска. Скажите, пожалуйста, может ли стать вашим учеником человек, для которого книга Урантия не является истиной в последней инстанции? Может, друзья мои. А почему только книга Урантия? А в Урантии тоже не все так написано, как есть на самом деле. А Урантия, смотря какое издательство, какого года, и там тоже есть такие вот не совсем точности. А почему? Да потому что невозможно передать то высшее, что есть. Конечно, можно. А я не только ссылаюсь на книгу Урантии. Нет, друзья мои, нет. Вы знаете, будет еще книга выше, лучше, но не сейчас. Пока Урантия, ну это такое, знаете, письмо, приблизительное письмо людям, которое человек немножечко может понять и осознать. И то немножечко, капелечку, вот совсем-совсем чуть-чуть. Понимаете, книгу писали разные люди с разным уровнем сознания, переводили тоже разные люди, дописывали, и сейчас она добавляется, дописывается. Я никогда не привязываюсь к книгам, к словам, к каким-то изречениям. Почему? Потому что это все будут эгоистические крючки. Это все будет называться фанатизмом. Духовно развивающийся человек, он должен все изучать. Он должен знать и древнюю философию духовности, и современную, и восточную, и индуистскую, и да все должен знать. И кто такой Будда, и кто такой Кришна, и кто такой Иисус, и кто такой Творец, и кто такой Мельхиседек, и кто такие Адам и Ева, и кто такой Люцифер, и кто такой Каллигастия, Далигастия, кто такие падшие, кто такое, что такое мировое правительство нынешнее. То есть он все должен знать. Знание – это и есть процесс эволюции и развития. Понимаете? И именно знание позволяет вам раскрывать в себе Творца-Создателя. Но если вы обратите внимание, вы увидите, что в каждой книге Творца и творческую силу преподносят по-своему. Преподносят те люди, у кого сознание настроено вот таким образом, как оно настроено. У другого человека и другой человек одно и то же, одну и ту же истину может воспринять совершенно по-другому. Но это будет одна и та же истина. Поэтому я не делаю каких-то там ограничений, вот непонимания с Урантией и так далее. Само непонимание, друзья, это показатель того, что у человека нет определенного уровня знаний. Как только вы получаете знания, которые логическим способом можете понять, и логически можете соизмерить, и логически можете, ну скажем, объяснить, есть логическое объяснение этим знаниям, тогда эти знания становятся для вас серьезными, то есть вы в них верите, у вас появляется убежденность, что это действительно так. Когда есть хоть какие-то сомнения, это свидетельствует о том, что нужно расширять сознание, узкое сознание, нехватка знаний, нехватка пониманий и так далее, и так далее. И, конечно же, крючки эго. Эго, которое говорит, не согласись с этим, не согласись с тем, не согласись с этим. Надо совсем соглашаться, друзья. Совсем. И поверьте, на определенном этапе своей подготовки, работе с вами, я изучала все.
Я изучала всю восточную мудрость, я изучала Бхагавад-гиту, читала эти письма, я читала книгу Дзен, я все, что можно изучить на этой планете, я все изучала. Я изучала, что такое карты, я изучала, что такое нумерология, я изучала, что такое астрология, я изучала, что такое астрономия, я изучала, что такое акупунктурные точки. Ну все, абсолютно все. И вот складывается, когда вы все знаете про все здесь, на этой планете. Так, кстати, Иисус тоже, он также учился. Он много лет готовился к этому, и я готовилась. Так все готовятся. Вы не думайте, что возникают, скажем, новоиспеченные учителя, так себе хлоп, и есть учитель. Нет, нет, друзья. Все познается нами на опыте. Изучение, понимание, объяснение самому себе, понимание, проведение цепочки логической, то есть осознание, переосмысливание своей убежденности, а только потом это можно говорить вам, давать вам, чтобы ж не ввести вас в заблуждение, ни в коем же случае, вы понимаете, иначе потом ты же сам за это несешь ответственность. Вот я это понимаю. Поэтому, знаете, не привязывайтесь к каким-либо источникам. Вы изучаете Библию, я же тоже изучала. Все заветы, Старый, Новый Завет, вот Ветхий Завет, все это я изучала, все это я читала, проводила логическую цепочку, где почему-то тут написано так, а вот здесь написано так, а вот здесь вот уже по-другому, а этот Иоанн так сказал так, а это так, почему такие разные выражения, почему слова Иисуса в Новом Завете написаны красным, а обыкновенные слова написаны черным шрифтом, меня даже это интересовало. Вы представляете? То есть я не упускала даже цвет написания и шрифт. Я понимала, что все имеет значение. Так вот, все практически то, что написано красным, как Иисуса слова, это практически все так и есть. Но и с небольшими помарками. Понимаете, друзья, я не могу сказать, что есть какой-то определенный источник знаний здесь сейчас на Земле, которому нужно следовать и учиться только по этому источнику. Нет такого источника. Но есть много источников, на которых можно поучиться, взять ценное, и это ценное применить в своей жизни. Нужно брать то, что в вас открывает высшее состояние бытия, жизни, высшее состояние «я», что приближает вас к слиянию с высшим разумом. Вы понимаете? А в какой из книг вы это возьмете, и сколько, и как вы это примените в своей жизни, зависит же только от вас. Понимаете, как все? Я не хочу, чтобы вы были фанатами Урантии, Библии или еще каких-то книг. Вообще не нужно быть фанатом ни в чем, нигде. Все нужно изучать. Ко всему нужно относиться ровно, правильно. Все нужно понимать, все нужно осознавать, брать самое ценное. И вот читайте книгу и сразу задавайте себе вопрос, что я должна понять из того, что я читаю? Зачем мне это написано? Зачем я сейчас это читаю? Что мне надо внедрить в себе? И тут же нужно брать и внедрять. Многие люди совершают такую ошибку. Это я и говорю вам опять-таки из своего опыта. Много лет я уже веду эту деятельность, занимаюсь развитием человечества. И иногда говорят люди: ой, вы знаете, я еще не готова к вам. У меня еще вот это, вот это, вот это. Такой человек никогда не будет готов. Его эго не выпустит. И вот это понимание, что я не готова или я не готов, это не его понимание. Это ему эго вложило в голову: ты бойся Родины, ты пока не готов к ней, она сильная, она такая, да ты что, ты не готов, не-не-не, ты не готов, ты еще повозись, покопайся в себе. Ему нравится, когда вы копаетесь в себе, когда вы в печали, в унынии, когда вы, ой, это я через год только буду готова. Нет, друзья, это обман. Человек готов в каждый момент жизни. Вы скажете: так почему же вы нас тогда всех не берете? Почему же вы отказываете некоторым людям, которые присылают вам фотографии для собеседования на курсы? Отказываю, друзья мои.
И знаете почему? Зачастую отказываю самым противным, вот так как есть, так и говорю. Я всегда говорю правду. Самым противным. Почему? Да потому что самые противные люди– это чистокровные эгоисты. Они не готовы слышать ничего и никого. Эго не даст им меня услышать. Эго им так перекрутит в голове, а я ж говорю всегда правду. Я ж ни перед кем не заискиваю и не сюсюкаю. Как есть, так и сказала. И сказала для того, чтобы человек услышал и не делал так больше. И стал духовно просветленным человеком, потому что я понимаю, что это может его сдерживать от духовного просветления и не давать возможности стать таким, стать совершенным. Поэтому я всегда говорю правду. А эго у эгоистов, сильных, злых, разрушительных людей, оно такое там кино крутит в голове. Оно такую ненависть создает в отношении меня, к Творцу, вообще к этому учению, ко всему. Они начинают это ненавидеть. Ненавидеть высшее, вы представляете? И когда я вижу таких противных людей, я не даю им своего согласия. Да, не даю. Друзья мои, не буду вам вспоминать о человеке, с которым я совсем недавно работала, с группой инвалидов я взяла да поработала. Сложно, очень сложно. Сложно, друзья мои. И сложность состоит в том, что сущности грызут. Знаете, как грызут? И не дают возможности увидеть ценности в словах моих, сущности. Вот как? Как быть с такими людьми? А ты ж понимаешь, что в этом человеке тоже ж Бог живет. И тоже он хочет, этот Бог, высвободиться. Вы понимаете? Одни понимают, другие не понимают. Одни принимают свои пороки, свои то, от чего надо избавиться. А другие говорят, нет, пусть так и будет, у меня все виноваты, а я хорошая. Когда вы так думаете, это эго, друзья. И да, когда я вижу таких людей, обозленных на весь мир, я не беру таких людей. Они не могут меня слышать. Им эго не даст возможностей. Но если они на определенном этапе своей жизни осознают это и скажут этому эго, отойди в сторону, я живу с высшим разумом, я есть высший разум, и придут ко мне на обучение, я возьму их. И сделаю все, чтобы они стали самыми высшими и прекрасными, чтобы в их жизни свершилось самое замечательное. Все сделаю. И не важно, что они были такими, это не важно. Друзья, не важно, какими вы были, даже не важно, какие вы есть. Самое главное, какими вы хотите быть. Вот это самое главное. Самое главное, чего вы хотите достичь. И даже когда вы занимались, а потом бабах, упали, а бабах опять в пропасть. Ну и что? Ну и что, друзья? Главное, знаете что? Чтобы хватило сил встать. Чтобы хватило сил опять начать сначала. Чтобы хватило сил продолжать этот путь. Вот это самое главное. У всех все бывает, и падения бывают, и взлеты бывают. Это естественный процесс жизни. И не нужно там себя грызть, корить, что вы каким-то образом, упали, да, или же не смогли воспользоваться знаниями, механизмами, методиками. Ну и что это было? Главное — осознать это и все-таки идти дальше. Вот это главное. Поэтому, мои хорошие, я вас всегда принимаю такими, какие вы есть, но мне всегда хочется, чтобы вы были божественны. Следующий вопрос. Так, несколько конкретных вопросов. Лилия Бруклин спрашивает. Дети уже выросли и живут отдельно. С мужем разошлись, и сейчас учусь жить одна. Но это дается тяжело из-за стереотипов, воспитания и детских страхов. Как успокоить ум и найти гармонию с собой? А вы обратитесь к себе. Не обращайтесь к эгоистическим программам ума, которые навязывают себе то, то другое, то пятое, то десятое. Не верьте им. Как я вам сегодня говорила, в школе вас учили неправильно, в институте вас учили неправильно.
В жизни вас тоже учили ваши родные и близкие зачастую неправильно. Вам навязывали, как вы правильно говорите, стереотипы. А что такое стереотипы? Сейчас у нас стереотипы вообще потеря полностью всех моральных качеств и ценностей. И это норма. Так что ж теперь? Все должны морально деградировать? Потому что такой сейчас стереотип. Это модно. Модно не ухаживать с собой, модно, когда от тебя неприятно пахнет, модно даже мочиться на камеру. Модно, понимаете? Так это шо ж теперь? Всем такими надо стать, полностью с ума уже сойти. Итак, это безумие ж, это же ж безумие. Поэтому я хотела бы, чтобы вы обратились внутрь себя и начали искать того Бога, где вы где-то там можете искать, а Он внутри вас. Найдите Его в себе, и вы никогда не будете чувствовать одиночество. Это дарует вам свободу, это дарует вам радость жизни, это дарует вам чистоту и правдивость сознания. Вам не надо будет кого-то обманывать, вам не надо будет что-то придумывать, вам не надо будет как-то увиливать от чего-то, не надо будет. Вы будете такими, какие вы есть. Спокойные, в состоянии единства с каждым, желающим всем только добра и изливающим любовь. Любовь без условий, вечную любовь. Вот что это такое. Когда вы устремлены к познанию себя, раскрытию себя, у вас больше нет внутреннего разрушения, у вас больше нет боли и, конечно же, одиночества. Духовный рост дает возможности не быть одиноким. Продолжаем дальше про одиночество. Валентина из Волгодонска. Это Ростовская область. Пожалуйста, скажите, как преодолеть желание найти своего человека для создания семьи? Я отношусь к тем женщинам, которые наслаждаются своим одиночеством, но все равно очень хочется встретить человека. Но только такого, который идеально подходит для семейной жизни со мной. Он перекликается этот вопрос, и Люба из Германии тоже спрашивает, как узнать, что это твой мужчина, и ты не будешь одинока с ним? Ну, девочки мои, я вам скажу так, по-женски. Для того, чтобы узнать своего мужчину, надо, чтобы вот здесь вот в душе ёкнуло. Вот встретили человека, и вот здесь в душе просто вот ты почувствовал, вот оно то, чего ты искал всю жизнь. Вы скажете, подождите, а бывает так, что вот и ёкнула, и встретила, а потом проходят годы, и уже не ёкает, и уже встречаться не хочется. Бывает. Надо разобраться, почему. И понимаете, дорогие мои женщины, для того, чтобы, как я вам всегда говорю, иметь короля, надо быть королевой. Как только вы будете готовы встретить того, какого вы хотите, о котором вы мечтаете, как только вы будете соответствовать этой встрече, тут же он и встретится. Если пока еще не встречается, значит, есть какие-то крючки. Значит, есть что-то, где вы чему-то не соответствуете. Ведь каждая женщина хочет самого красивого, самого-самого, а иногда за собой не совсем ухаживает, иногда не совсем веселая, не совсем радостная. Да и нужно ж понять психологию мужчин. Все мужчины дети. Они хотят мамок себе, которые будут их нюкать, которые будут им там памперсы менять, которые будут им улыбаться, ужин со свечами организовывать, вкусненько готовить, говорить комплименты, причесывать, обмыть, помыть и так далее. Они хотят мамок себе. Накормить, сказал худощавый Сергей Аркадьевич, да. Вот такой худощавый, вы когда-то увидите, поймете мою шутку. Накормить, да. Так вот, а бывает, женщина такого наварит, что она-то ест это, она привыкла к этому, а нормальный человек же не сможет этого есть. Это я к чему, друзья? Нужно женщине, если она хочет идеального мужчину, самой быть идеальной. Идеальной, да. Да, только тогда вы встретите идеального.
такого, который будет любить только вас. Ведь каждый мужчина ищет идеальную женщину. Каждая женщина ищет идеального мужчину. Когда два этих идеала встречаются, это крепкий, надежный и вечный союз. Станьте идеальными, как мужчины, так и женщины. Но, конечно же, нужно всегда иметь внутреннее представление своего мужчины. Ну и, конечно же, смотреть на себя в зеркало, насколько вы этому идеалу, представленному внутри себя, соответствуете. Это немаловажно. Это основа встречи. Следующий вопрос. Ну, со своей стороны добавлю, что самое главное, наверное, это взаимопонимание. Вот это вот то чувство. Вот в вашем случае, если вы любите одиночество, вам нужен человек, который тоже любит одиночество, чтобы вы могли и любить друг друга, и потом разойтись в разные комнаты, посидеть, помечтать. Следующий вопрос у нас от Петер Корн спрашивает. Наталья Владимировна, влияет ли возраст к приходу к осветлению? Если я старый, так что уже поздно? В космосе нет такого понимания, как старый. В космосе есть понимание мудрый. И возраст не влияет на ваше просветление и на ваше восхождение и на состояние той свободы духовной, о которой я говорю. Иногда в наши группы, да не то что иногда, наверное, зачастую больше все-таки приходят люди, все-таки зрелые в возрасте. Почему мы и создали сейчас молодежную группу работы? Потому что, да, приходят те люди, которые понимают, что жизнь скоро завершится, а они так и не успели сделать то, что надо было сделать в этой жизни. И эти люди, это я вам из практики говорю, очень быстро идут по пути восхождения. Им некогда уже сомневаться, они уже все проверили, перепроверили, и они только работают и достигают очень хороших уровней. И первый уровень, которого они достигают, они молодеют. Они выздоравливают, они молодеют, их организм молодеет, и они даже продлевают годы своей жизни. То есть им дается возможность в этом более духовном, совершенном состоянии дольше пожить. Вот каков процесс. Это то, что я вам говорю из своей практики. Те люди, которые следуют этому. Да, есть люди, которые не могут этому следовать. Опять-таки, это люди эгоистические, злые, очень злые люди. Они, ну вот даже если я возьму, вот у меня же были уже, практика-то была уже, я же уже делала это, вам об этом и рассказываю. Вижу злого человека, оно также просится, ну возьмите меня, ну возьмите, я буду служиться и все. Ну думаю, ладно, возьму, ну дам шанс. Все равно уходит с этого пути. Все равно, друзья, эго не дает возможности. Знаете, человек вступает в такую войну с собой. Он привык жить с эго всю жизнь, а здесь надо делать все, чтобы оно больше не сопровождало его в жизни. Поэтому вот да, так сложно мне, конечно, сложно с такими людьми. Они обвиняют весь мир, они ищут виноватых во всем. Все виновато в их проблемах, болезнях и трудностях. Вот с такими очень тяжко работать. Им невозможно помочь. Они не дают себе помочь, не дают возможности себе помочь. Понимаете? Эго не дает возможности. Поэтому, когда я просматриваю ваши фотографии, вот вы, кто присылает нам фотографии на курсы, у нас вот 8 числа, в понедельник следующий уже будут курсы, начальный базовый курс будет, и вы мне присылаете фотографии. Когда я смотрю на ваши фотографии, даже если вы мне улыбаетесь на фотографии, я все равно вижу ваше внутреннее состояние. И если вижу, что очень много зла в человеке, очень много ненависти, обид на весь мир, не могу взять таких людей. Это будет бесполезно. Мне не нужна массовка. Мне нужны люди, духовно желающие развиваться, люди, которые будут применять знания мои, наши божественные знания в своей жизни на опыте. И не хочется метать бисер, хочется давать эти знания тем, кому они действительно пригодятся, тем, кому они дадут самый высший результат в их жизни, тем людям, кого они сделают счастливым.
Вот кому хочется давать эти знания. И это так и есть, это так и происходит для таких людей. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Светланы из Зауралья. Наталья Владимировна, а инопланетный разум испытывает одиночество? И есть ли у них душа, как у человека на Земле? Есть разный инопланетный разум. Есть инопланетный разум техногенного происхождения, там нет души. Вот у всех видов рептилоидов это техногенный разум, инопланетный, у них нет души. Но есть существа, у которых есть души. Есть инопланетные существа, которые тоже пережили восстание Люцифера, и на их планетах тоже это было проявлено, и они сейчас вышли уже с этого заблуждения, с этого разрушения, поднялись на очень высокий и духовный, и потом техногенный уровень, и сейчас посещают эту планету, помогают этой планете подняться на ступени духовные выше. Вот у них есть души, да, они так вот и вступая в контакт с людьми, они так и говорят, что мы знаем, что у вас происходит, мы понимаем, и мы знаем, как можно выйти с этого тяжелого процесса. И вот они дают советы и рекомендации. Они говорят, что единственный путь из спасения– это духовный рост. Все. Больше ничего не поможет, и ничто не сможет развить эту планету и прекратить войны, бедствия, разрушения, катаклизмы и так далее. Ничто, только духовный рост. А потом уже будет открыт и высокий технологический рост планеты. Вот если таким образом пойдет планета, очень быстро выйдет на высокий уровень роста эволюции. Но пока эта планета идет не тем путем. Пока она техногенный уровень, получая от инопланетян новые технологии, применяет, создавая еще больше оружия для разрушения себе подобных. А вот духовный рост хромает. Куча сект, куча церквей, куча всего и всякого, а духовного развития нет. Нет. А если есть, так крупицы. А надо не крупицы. Надо массовое духовное развитие. И я это тоже понимаю. Поэтому веду свою работу так открыто. Ведь работу, которую я веду с вами, это очень даже тайная работа, я бы так сказала. Это сильные тайные механизмы, которые держатся в секрете. Но я веду это для вас, я смотрю, кому я могу давать эти механизмы и работаю с вами. А знаете зачем? Чтобы вы, пользовавшись этими механизмами, украсили жизнь свою и других людей, а те другие – других людей, а те другие – других людей, а те другие – других людей. И таким образом будет духовная цепочка духовно развитого общества. И таким образом эта планета взойдет на пьедестал величайшего духовного пути, пути эволюции и свершений. Я верю в это, и я буду делать все, чтобы так и было. Раз у других на других планетах это получилось, так получится и на этой планете. Во всяком случае, я в это буду верить. Самые интересные вопросы, Сергей Аркадьевич. Ну, уже, наверное, будем заканчивать. Уже до инопланетян. Давайте попробуем такой вопрос. Сэмбат из Казахстана спрашивает: Наталья Владимировна, как можно слиться с Богом? Что нужно сделать для этого, чтобы достичь этого состояния? А об этом, Симбат, я расскажу вам дальше, на наших дальнейших курсах. Пока я вас к этому готовлю. Вот вы закончили первые уровни работы, и вы увидели, что не все так просто, что нужно работать над собой, и нужно совершать в своем обыденном жизненном пространстве этот путь и процесс. Моя работа с вами – это как раз и есть путь и процесс свершения просветления внутри вас. И мы достигнем этого состояния. Мы свершим это для себя. Обязательно. Вы достигнете этого, если будете следовать советам и рекомендациям, которые я вам буду даровать. Когда вы приблизитесь к 9-й, к 10-й ступени духовного развития,
Открыв в себе сверхвозможности сверхчеловека, вы уже будете в этом состоянии. Но пока это не сегодня и не завтра, нужны годы, годы работы, годы восхождения. И тот путь, процесс, который я вам предлагаю, это не на год и не на два, это на вечность. Благодарю вас. Который можно будет закончить. Из Кременчуга Рада спрашивает, а что можно назвать духовным развитием? Вот, наверное, да. Ну, нужно людям объяснить. Хорошо, расскажем, что же такое духовное развитие. Если сказать двумя словами, это вскрытие в себе природы Бога. Вот это вот так вот коротенькой фразой. Вскрытие природы Бога внутри себя. Вот что это такое. Если растянуть эту фразу, так это путь, процесс вечного восхождения, вечной эволюции, где вы вечно открываете эту природу в себе. Вы скажете, Боже мой, а что, ее за одну жизнь нельзя раскрыть? Ну, конечно, нет. Если вы хоть чуть-чуть приблизитесь к пониманию того, кто таков Творец, кто таков этот высший разум, Создатель, так вы поймете, что Он настолько велик, настолько безграничен, настолько многомерный, многогранный и вездесущий, что понять Его и вскрыть Его в себе можно только благодаря этому процессу духовного развития в вечности. Вот вы это поймете. То есть это невозможно сделать только на одной этой планете. Нет, она ограничена, как я вам говорила. Духовное развитие, первое, с чего мы начинаем, это крепкое состояние здоровья. Не может быть человек больным и сразу духовно развитым. Это невозможно. Мы занимаемся сначала вашим физиологическим и тонкими вашими восстанавливаниями. Мы восстанавливаем ваше здоровье. Мы даем вам знания, мы даем вам затем сильные практики, методики, которые помогают и здоровье восстанавливать, и помогают сорганизовывать пространство жизни. Встретить любимого, приобрести дом, там, тра-та-та-та-та, познать величие социальной, ну скажем, жизни, которая вам тоже необходима, вам тоже это надо. Затем мы идем дальше. Когда вы уже тут быт обустроили, любимого встретили, насладились всем и всяким, все хорошо, мы идем дальше. Мы открываем еще более глубинную природу сверхвозможностей, сверхспособностей человека, где человек уже трудится, духовно развиваясь, не только для себя, да уже не для себя, а что, у него уже и так все замечательно. Он думает о человечестве, он думает о планете. Таким образом, ему свыше даются знания. Вот почему не нужно привязываться к каким-либо источникам написанным, потому что знания можно получать с высшего источника, как только вы готовы к этому. И я готовлю вас к этому, когда вы уже слышите голос Бога, не голос эго, а голос Бога внутри себя, где вы получаете из божественной иерархии высшие тайные знания, и эти знания направляете на развитие всего человечества. И это не все. Находясь в определенном нужном божественном состоянии спокойствия, умиротворенности, без условной любви, где ты любишь все так, даже любишь то, что над тобой издевается, что тебя ненавидит, что тебя проклинает, а ты его все равно любишь. Да, друзья мои, это возможно. Когда есть эта безусловная любовь, она без условий. Ей не нужны условия, чтобы любить, она просто любит. Вот это уже очень высокий уровень, который приближает вас к слиянию с Богом, к тому просветлению, к тому единству с Божественным. И вы на этой планете открываете первую его дверцу. Этих дверей этих будет очень много там, в других измерениях и мирах, в другом состоянии, в другой жизни, в других жизнях, в другом проявленном чувстве вашем. И это тоже будете вы. И вы будете открывать каждый раз новую дверцу, где каждый раз будете понимать в себе и себя как Творца, как Создателя, понимая Его природу, понимая, что ты не человек, ты дитя
Бога. Ты чувствуешь в себе своего Отца. Ты живешь в Нем, ты живешь им. Вот, мое солнышко, что такое духовное развитие. Это непрекращаемый процесс. Это самое великое, что вы можете свершить. И прошу Создателя свершить в вашей жизни это самое великое действие. Ну а я сделаю все, что от меня зависит. Сергей Аркадьевич вымаливает у меня, вот так мне показывает еще один вопрос. Ну давайте. Важный вопрос. Задает его Рубен из города Курска. Из вопроса все будет понятно. Наталья Владимировна, скажите, всех людей, которых вы не взяли в свои ученики, они все были противными? Скажите тогда, какими навыками должны обладать люди, желающие стать вашими учениками? Я поняла, о чем речь. Я поняла, мне показали ваши фотографии. Сергей Аркадьевич, ты включи мне, чтобы меня слышно. Да, все, извините. Да. Я поняла, о чем речь. Я поняла, кто мне задал этот вопрос. Вы знаете, друзья, противность, слово противность, это такое многогранное слово. Бывает человек очень жадный, но такой жадный. Но вот все только, чтобы вот на шару, чтобы вот тот на шару я люблю. А если как-то, нет, не люблю. Значит, что-то в этом есть такое плохое. Если нужно оплачивать труд другого человека, значит, это в чем-то что-то есть плохое, очень плохое. Таких людей тоже не беру. Не беру жадных людей, потому что жадность – это показатель высшей степени эгоизма. Да, это самый сильный крючок. Он сжигает душу человека. И как только человек пересмотрел свое внутреннее состояние, свою жадность, и осознал, что это его порок, и просто отказался от этого, вот прямо в этот момент жизни взял и отказался – и как только в себе он замечает это, он сразу отказывается от этой жадности. Он может стать моим учеником. Еще, кого я не беру, людей с очень серьезными психическими отклонениями уже. И вы знаете, сейчас очень много таких людей. Так много. Ну вот, да, действительно, мир сошел с ума. Это правда. И я вот в этом сумасшедшем состоянии жизни выбираю тех, с кем я еще могу взаимодействовать. Да, у них зачастую тоже психика, не совсем здоровая, но я вижу, что я могу спасти такого человека. И если я вижу там такие легкие процессы, еще не очень поразили душу человека, я беру таких людей и делаю все, чтобы вытащить человека с этого состояния разрушения. Я делаю все, чтобы помочь ему, все, чтобы он и начал спать, и начал правильно, осознанно думать, и ушли вот эти внутренние дрожь, которую люди ощущают внутри себя. Многие сейчас обращаются с такими состояниями, когда они не знают, что с ними происходит. Что-то внутри этих людей разрушает их, что-то создает дрожь, ненависть, агрессию, подавленность, панические страхи. Это все вот эти эгоистические сущности. И если я вижу, что можно человека спасти, я беру такого человека, помогаю или ищу другие способы, методы. Работаю, может быть, на индивидуальных консультациях. И вот завтра у меня день, который я посвящаю целый день индивидуальным консультациям. В общем, стараюсь сделать все, чтобы помочь таким людям. Поэтому на курсы ко мне, чтобы попасть, да, наверное, это надо заслужить. Но заслужить не у меня, нет, заслужить у Бога. Это правда. Большинство людей, которые ко мне приходят, знаете, каким образом приходят ко мне? Намучившись, настрадавшись, они начинают взывать к Богу. Они просят о прощении, они просят о спасении, они просят дать учителя. И на следующий день, через 2 дня, а кто-то через 7 лет, а кто-то через неделю встречает мое видео.
как они говорят, случайно. Вот сколько я в этом интернете роюсь, я уже пересмотрела все, но вас я раньше не видела. И вот как только я обратилась к Создателю, я тут же увидела ваше видео. Что это такое? Так вот это заслуга. Вы заслужили меня увидеть у Бога. И Он вам и дает нашу встречу. И когда вы встречаетесь, я дам слово Сергею Аркадьевичу обязательно. Просто хочу подсказать, что развернуть про кого на курсы не берем, что не только психически ненормальных, но и те, кто избыточно умные и хотят от этих курсов совсем другого. Да, Возможностей. Сергей Аркадьевич мне напомнил еще о том, что на курсы, ну да, вот встреча со мной, это действительно надо заслужить у Бога, не у меня, нет. Друзья мои, да, иногда приходят люди, которые хотят, знаете как, денег. Ну дай мне денег, а я миллион заработаю. У меня такой парень был много лет назад. А вот я заработаю миллион, мне надо миллион. Я у него спрашиваю, а что ты будешь делать с этим миллионом? А говорит, куплю автомат и постреляю всех депутатов, всех постреляю и все. И ты будешь счастлив? Да я буду счастлив. Ну, конечно же, миллион он не заработал. И он перестал быть моим учеником. Понимаете, друзья, многие люди хотят использовать в корыстных своих целях эти высшие тайные знания. Вот таких тоже не беру. Не беру. Друзья мои, ножиком можно хлебушек порезать, а можно человека убить. И я это понимаю. Поэтому великие механизмы, энергетические механизмы, силовые, которые совершают чудеса в вашей жизни, я даю тем, кто эти чудеса уже заслужил, заработал, кто осознал свою неправильную жизнь и теперь хочет стать самым прекрасным, самым высшим, самым замечательным человеком. Мои знания для тех, кто считает себя внутри себя божественным. Вот мои знания, наши божественные знания, эту божественность внутри вас и будут раскрывать. Вот что такое знание, которое я несу человечеству. Друзья, мы сегодня начали с одиночества, а закончили все-таки, как и каждую нашу передачу, духовным развитием, духовным ростом. И почему, я думаю, вы сами понимаете, это основа того, что мы есть с вами. Это основа самой жизни, это смысл жизни. И что бы вы ни переживали, были бы вы одинокими, не одинокими, замужем, не замужем, отшельниками, неважно, друзья мои. Путь и цель всего того, что вы совершаете в жизни, это путь восхождения. А все то, что вас окружает в этой жизни, это и есть толчки к этому пути, к этому свершению. Это и есть путь и процесс, который дарует вам возможность этого достичь. Вот так воспринимайте все плохое, что было в жизни. Это было надо для того, чтобы сейчас беседовать со мной, слушать эту передачу, исправлять свою жизнь, познавать знания, высшие практики, методики, стать совершенным человеком. Надо было пережить то, что вы пережили. И не стыдитесь этого, не нужно, и не таите этого. Было, да и было. У каждого что-то было. Было, да и прошло. Мы проходим уроки жизни для того, чтобы стать целостными. А я пожелаю вам кому-то доброго утра, кому-то хорошего вечера, кому-то спокойной, глубокой ночи, а кому-то радостного дня. Пусть будет радость и счастье, и пусть никто из вас и никогда не испытывает такого чувства, эгоистического чувства, как одиночество. Пусть каждый из вас, даже тот, кто один, чувствует внутри себя неописуемую, всеобъемлющую, великую, вечную любовь Создателя. И она сейчас внутри каждого из вас. Счастья вам и величия!